Барибал, также известный как черный медведь, является самым распространенным видом медведей в Северной Америке. Хотя они обычно черные, их окраска может варьироваться от сине-серого и сине-черного до коричневого и даже белого. Эти медведи предпочитают лесные места обитания, но иногда их можно встретить и в горах или на болотах. Черные медведи отличаются высоким уровнем интеллекта и отличной памятью. Каждый раз, просыпаясь от спячки, медведь может вспомнить, где в прошлом году находилась самая вкусная малина или место, где ему удалось поймать лучшую рыбу. Эти животные никогда не забывают место, где часто бывают люди. Эта история началась холодным зимним утром, когда Патрик Конли отправился на прогулку в лес вместе со своей собакой. Мужчина думал, что здесь безопасно, так как почти не видел здесь хищников. Однако в 20 минутах ходьбы от дома он наткнулся на медведя. Это было необычно, ведь в это время года медведи должны спать. Животное выглядело очень усталым. Патрик предположил, что молодой медведь выбрал неудачное место для зимней спячки. Стало очевидно, что без помощи человека медведь вряд ли выживет. Патрик вернулся домой за рыбой и фруктами, которые медведь с удовольствием съел. Он также устроил теплую подстилку из сена и построил небольшой навес для защиты от снега и ледяного ветра. Мужчина надеялся, что его укрытие поможет зверю пережить зиму. Патрик очень переживал за медведя. Через несколько дней он снова навестил его и увидел, что медведь крепко спит в своей берлоге. Успокоенный, он вернулся домой и решил больше не беспокоить животное. Прошло 3 года. Однажды Патрик услышал шум и выглянул в окно. На его крыльце стояла черная медведица, а рядом с ней играли маленькие медвежата. Патрик был одновременно удивлен и насторожен. Он понял, что это та самая медведица, которой он помог 3 года назад, и теперь она привела к нему своих детенышей в знак благодарности. Медленно и осторожно на порог дома вышел Патрик, стараясь не делать движений резких. Медведица и медвежата к нему подошли. Они как бы показывали, что его доброта не забыта. Патрик угостил их фруктами и ягодами, немного поиграл с ними, после чего медведи ушли в лес. Но эта встреча была лишь началом их необычной дружбы. С этого момента жизнь Патрика изменилась. Медведица, которую он назвал Симоной, стала частым гостем у его дома. Она никогда не приходила одна, а ее медвежата, как и мать, доверяли человеку. С каждым визитом доверие между Патриком и медведями росло. Патрик и медведи часто проводили время вместе, играя и исследуя местность. Он всегда оставлял для них еду и воду возле дома, чтобы они чувствовали себя желанными гостями. Патрик часто снимал медведей на камеру, фиксируя самые трогательные моменты. Медвежата быстро росли, их игры стали неотъемлемой частью жизни Патрика. Они весело бегали по двору, лазали по деревьям и даже по заборам. С годами Симона и ее детеныши стали для Патрика настоящими друзьями. Медведица всегда была рядом, следя за своими детенышами и полностью доверяя человеку. Она чувствовала себя как дома. История о медведице и ее детях, которые регулярно навещают человека, разлетелась по округе. Друзья Патрика часто приходили к нему, чтобы увидеть это своими глазами. Многим было сложно поверить, Патрик и медвежата играли, пока их мама спокойно наблюдала за ними. Медвежата выросли и стали самостоятельными, но это не мешало им продолжать навещать Патрика. Симона иногда оставляла своих детей во дворе, пока сама уходила в лес за едой. Взрослые медвежата по-прежнему воспринимают Патрика как друга и часто зовут его поиграть. Патрик надеется, что Симона и ее дети будут приходить к нему и дальше. Он продолжает следить за ними и радоваться их дружбе.